Hello Neighbor – одна из немногих игр, созданная российскими разработчиками, которая смогла стрельнуть на Западе. В этом и есть беда разработчиков России. Тебе нужно днями и ночами кропотливо работать, чтобы западный зритель хотя бы заметил твой продукт. И если тебе крупно повезет, то возможно он посмотрит, что ты там накалякал. Так и случилось с Hello Neighbor. Ей просто повезло. Просто Dynamic Pixels, компания разработчиков, которые только мельком участвовали в создании мобильных игр, в которые ты будешь играть только сидя на толчке, пришел большой дядя Алекс со своим крошечным строением и показал путь в большой мир денег и бизнеса. Итак, давайте разберемся с огромной франшизой недружелюбного соседа, посмотрим всю историю ее создания и подумаем, на каком моменте все пошло не так. Видео будет интересное как новичкам, так и заядлым игрокам, которые, как они думают, знают об игре все. Вы будете удивлены. Приготовьте себе попкорн, газяву и еще кучу разной вредной еды, ведь это путешествие будет долгим. Что вы знаете о Hello Neighbor? Ну, это игра хоррор, где нужно прятаться от соседа, он тебе мешает. Так, стоп. Не надо мне пересказывать описание из Стима. Своими словами. Ну, это вроде как хоррор, а вроде не хоррор, и вообще отстань от меня, буду в новую фифу играть. Ясно, этому уже ничем не поможешь. Фух, начнем сначала. В 2013 году сидел как-то Никита Колесников у себя дома, смотрел сериал «Проклятое дитя». В одной из серий главной героини хочет понять, является ли ее соседка шпионом, после чего она начинает всячески за ней следить, затем избавляется от нее и в конце концов оказывается, что шпионом был ее муж. Ха-ха, спойлер. Это засело в голову молодого Никиты, и уже в 2014 году он выпускает видео, где демонстрирует его задумку. Мужички, у которых денег побольше, заметили его и сказали: «Слушай, неплохой видосик получился, ты как деньжат подзаработаешь, нас позови, мы сделаем все как надо». Не заработали. «Да ладно, не дуйся, сделаем мы твой проект. Правда, не факт, что он хороший, денег-то мало, ну да и ладно. Сделаем ровно такого качества, на который хватит бюджета». По итогу, трейлер сделан, люди ждут, надо выпускать преальфу. Итак, в 2016 году выходит самая первая игра по «Привет, сосед», и она просто взрывает весь YouTube. Взрыв был настолько мощным, что его грохот не утихал почти до самого релиза. Все, абсолютно все начинают хайпиться на этой игре. Винди, Куплинов, Джессептикай, Юджин, Витек, Маркиплеер и даже великий и могучий PewDiePie, который засрал игру в первом же своем видео и больше не снимал лишь потому, что не нашел в подвале Гарри Поттера. Not even Harry Potter. Oh, not even Harry Potter. Not even fucking Harry Potter. Not even fucking Harry Potter. Not even Harry Potter. Not even Jesus. Преальфа полностью оправдывал свое название. Нам доступен лишь первый этаж, пара головоломок, куча багов и подвал, в котором ничего нет. Но что же это? После открытия подвала загорается свет на верхнем этаже. Какие тайны хранит этот свет? Что же там скрывает? Ничего. Что можно тут делать? По сути, все, что и в последующих всех играх. Брать кучу вещей, разбивать окна, залазить в окна, мыться под душем, подпирать двери стульями и все в этом роде. Сосед же в свою очередь может делать все то же самое, причем и в вашем доме. Я у себя дома, ты не должен меня видеть. Ну тебе нельзя ко мне домой, упырь! Да нихуя ты мне стекла-то выбиваешь! Охуел, что ли, совсем? Если так подумать, то по сути и соседа до самого релиза ничем не поменялось. Но была у усатого мужика еще одна особенность. Если в релизе сосед расставляет капканы и кидается клеем, чтобы вас замедлить, то тут он решает сложить 1 плюс 2 и кидает вас сами капканы. Раньше сосед был более брутальным. Не прошло и месяц, как выходит уже вторая игра. Ребята явно учились у дядюшки Скотта. И, о боже, это что, главное меню? И кат-сцены? И концовка с кат-сценой? Ну, разработчики явно перетрудились. В следующих версиях нужно поменьше такого делать.
Однако сцена в начале и PNG-шка в конце, этого достаточно. В этой альфе перестроили почти полностью первый этаж и достроили второй. Пространство стало больше, загадки стали необычнее, баги стали прикольнее. Из самых запоминающихся элементов можно выделить вагонетку, на которой не покататься, сияющий подвал, в который не пробраться, ну и акулу, которая будет кусаться. А еще появился ящик. Ну, вернее... Ящик! Это самое ужасное существо во всей франшизе. Да-да, вы не ослышались. Это не предмет, это существо. Он мог летать, стопорить соседа, летать, крушить все вокруг, летать, ломать игру, летать. Вы думали, сосед тут самый главный злодей? Вот настоящее дьявольское отродье. Он был настолько всесильным, что разработчикам пришлось удалить его не потому, что он бесполезен, а потому, что его не смогли исправить. Ведь это как перевоспитать злого злодея, который творит зло лишь только потому, что он злой. Невозможно. Что там по второй альфе? Если в первой версии был большой дом и 1 этаж, во второй версии был еще больший дом и 2 этажа, то в третьей версии будет еще больший дом и целых 3 этажа. Ну, логика походу куда-то исчезла. Как и начали исчезать реалистичные предметы и заменяться мультяшными. Разработчики такие покумекали и решили, что если они хотят сделать дом больше, то нужно больше предметов. Но реалистичные предметы это а. большие траты на прорисовку текстур и б. маленькая производительность. Поэтому, начиная именно с этой альфы, игра будет постепенно превращаться из жуткого хоррора в забавненькую игру для всей семьи. Но об этом в другой раз. В игру наконец завезли подвал. Он огроменный. Как же по нему будет круто гулять и убегать от соседа. Так нам говорили в трейлере альфы. А на деле разработчики не знали, как сделать эту беготню не заскриптованной, поэтому просто вот дверь, вот конец. Насладился? Молодец. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. По сути, Альфа 2 стала на первый взгляд самой маленькой альфой из всех, но при этом она самая любимая среди большинства игроков. И одной из главных причин тому стала командная консоль. Разработчики говорили в интервью, что так как в самой альфе было контента мало, то чтобы игроки не скучали, они специально оставили консоль в игре. И уж поверьте, игроки не скучали. Удаляй соседа, удаляй дом соседа, удаляй мир соседа, гуляй по скрытым домам. Гадай, что же разрабы хотели сделать с этим островком? Увеличивай себя, уменьшай себя, ссы от лица соседа и переигрывай игру с кучей разных вариаций шейдеров. Если даешь игрокам веселиться, давай им веселиться по полной. Это разработчики знали как свои 5 пальцев, ведь одной из основ, из которых состоит Hello Neighbor, это баги и удовольствие. По самой игре сосед стал быстрее, научился прыгать, пить радиоактивное пойло и приобрел этакий ореол жути. Чем ближе ты к соседу, тем тебе страшнее. Эта фича позволяла понять, насколько сосед рядом и стоит ли быть осторожнее. Понятное дело, никто осторожным не был и в любой непонятной ситуации тапком по лицу. В общем, альфа более чем удалась, 94 положительных отзыва в Стиме, и после нее идет одна из самых спорных альф. В черном городе, на черной улице, стоит черный дом. Дом большой, внутри мрак. Кто зайдет, тот дурак! В отличие от предыдущей версии, где всегда светило солнце, тут вам освещать путь будут только фонарики, пара лампочек и молния, которая после себя будет оставлять такой... Не насрать! Между прочим, это одна из немногих игр, в которых молния реалистична. Сначала вспышка, затем гром. Далеко не все медиапродукты могут позволить себе такую правдоподобность. Ну а вы спросите, а шо ж так темно-то? Дело в том, что разработчики не успевали сделать все красиво и ровно, поэтому они решили сделать кромешную тьму, чтобы их косяки никто не увидел. Не вижу проблемы, значит ее нет. Но зато стало более страшно. Где? Я припряжи! Сам дом стал просто огроменным, и именно в этом образе он дойдет до релиза. Но, как по заверению прошлых версий, здесь можно ходить только до определенного уровня. Дальше, как бы вы ни пытались, прохода нет. Загадки стали намного труднее, и для решения некоторых нужна не только скорость, но и терпение.
Появились ARG-загадки, частички финального сюжета и первая версия Нечто. Игра продолжает держать обороты, и разработчики решают не спидранить с выпуском готовых альф, а начать уже развитие этого огромного дома, который через 4 месяца в четверг 4 числа превратится в Альфу 4. Вот и подошли мы к последней альфе игры. Но не последняя во франшизе. Ха! Именно с этой альфы было уже четко видно, какой будет полная версия. Наконец, соседский дом полностью в нашем распоряжении. В отличие от нашего. Эта версия принесла наибольшее количество игроков, так как дом был наконец достроен, а вместе с этим в игру пришло куча загадок. А вы помните цветные кубики по всей карте? А вы помните Missing Script? А вы помните, что нужно превратить эти кубики в цифры и поставить их в этом порядке, чтобы получить код от сайта? А вы помните 22381A? Так, это видео уже превращается в соседстальгию. А вы помните Hello Neighbor 2D? В эту версию вернули смену времени суток, к чему добавили и загадку с этими дверьми, которые открываются только днем и только ночью. Вернули из первой альфы лифт, по которому нужно лезть самому. И главный герой наконец не Питер Паркер и может разбиться от высоты. В этой версии также появились зонтики, с помощью которых мы могли косплеить Мэри Поппинс. И... Голубой вагон бежит, качается. Да, нам впервые дали покататься на вагонетке. В игру также принесли способности, такие как двойной прыжок и отталкивание соседа. Но, как говорил дядя Бен, чтобы получить способности, нужно заслужить способности. Или что-то в этом роде. И поэтому прямиком из файлов Альфы 3 нам представили кошмары. А может как-то дверь надо закрывать? Она же вроде как... Не такие кошмары. Это мини-уровни, где нужно либо вспомнить нулевые и паркурить как не себя, либо вспомнить школьные годы и прятаться от училок по шкафам. Хотя паркурить по шкафам никто не запрещал. И наконец-то нам дали настоящий подвал. Не свет в конце портала, не лесенку в преисподнюю, а огромный подвал, у которого не видно ни дна, ни потолка. Тут-то вам пригождаются те самые способности, чтобы ямы перепрыгивать и соседа отрыгивать. В игре, кстати, официально появился русский язык. Не вот этот вот плевок на картине, а исковерканный русский, который как бы является языком этого города. Бардожа лапают в районе чури, ламако, бусер кармет, холпаева кнапя. Среда, шише, нет, шише. Мультяшный стиль продолжает захватывать игру, и уже в конце лета нас ожидает релиз. А вот хрен вам, а не релиз. Разработчики не успевали выполнить все в срок, поэтому пришлось перенести игру на декабрь. Но зато выпустить целых 3 бета-версии. А, собственно, зачем? Зачем они их выпустили? Бета 1 стала самой худшей версией игры, и не надо со мной спорить, эту версию даже пройти нельзя. В релизе вы говорите, багов много? Эта версия состоит из них. Баги просто вшиты в игру настолько, что если что-то в ней работает правильно, то это само по себе является ошибкой. Из плюсов можно выделить только 2 новых страха. Пусеркармет... Ё-моё. Супермаркета и Африки. Тьфу ты, блин. Супермаркеты и фабрики. Первый дает скрытую присядку, благодаря которой сосед вас не видит, даже если прямо перед вами. А второй... А нафиг нам не нужен второй? Сказали разрабы и в релизе убрали его, а способность сильного броска оставили по умолчанию. Бета 2 вообще настолько немощная версия, что ее даже объявлять не стали. Даже в Steam ее как бета-версию не добавили. Ну а третья бета — это почти полностью скопированный акт 3 из релиза. Эту бету, кстати, тоже легально не пройти, только с читами. Ну и теперь осталось только дождаться релиза. Но нет, я обещал рассказать обо всех версиях соседа. Я рассказываю. После подъема популярности Hello Neighbor в начале 2017 года начала поэпизодно выходить игра Bendy and the Ink Machine. Тоже типа хоррор и тоже мультяшный. Поэтому, кстати, поначалу говорили, что эта игра похожа на соседа. Ну так вот, встретились как-то Дайнамик с Митли и такие: у тебя есть белая жижа, у меня есть черная.
Может, обмен? И не знаю, как именно они там договаривались, но во время Хэллоуина в игре по Бенди гулял сосед, а в доме соседа был... Ну-ка, догадайтесь сами. Правильно, тоже сосед, только в маске Сэмми. То есть главный маскот Tiny Build гулял сразу в 2 играх по цене одной. Ишь ты какой хитрый. Но если в Neighboring the Ink Machine все выглядело более-менее и просто добавился сосед, то в Hello Band с его ссаным фильтром пройти игру могли только слепые или ослепшие в процессе прохождения люди. Так, когда там релиз уже? Наконец, 9 декабря 2017 года выходит полная версия соседа и... все ее гнобят. То есть да, ютуберы снимают ее, всем весело, прекрасно. Вон даже Куплинов назвал это отличным релизом. А чтобы получить его одобрение, нужно ой как постараться. А может быть у нас дома у самих есть белый ключ? Почему? Как они-то ни хрена даже такое внимание к деталям, ты понял? Но критики такие: ой, а нам не нравится. Видите ли, когда пытаемся взобраться на верхние этажи при помощи коробок, они падают. Физика плохая. Когда хочу порешать загадки, приходит злой дядя. Сосед плохой. Когда хочу понять сюжет, я его не понимаю. Сюжет плохой. по коробкам не можешь забраться? А может быть тебе нужно как-то по-другому это делать? Разработчики специально постарались и сделали по 2-3 варианта прохождения для особых интеллектуалов. Сосед тебе мешает загадки решать? А ничего, что ты у него дома шастаешь. Посмотрел бы я на тебя, если бы к тебе домой пришел какой-нибудь мужик и начал в твоих личных вещах копаться. Да более того, разработчики специально ослабили соседа, чтобы вам, AAA неженкам, проще играть было. Багов много. В игре есть целый секретный уровень, который разработчики специально сломали. Ну нахер. Непонятно, что делать? Нет подсказок? А может быть, в этом и заключалась идея самой игры? Мы даем цель игроку, кидаем ее туда, и он там дальше сам делает все, что хочет, и каким-то образом проходит игру. То есть игра сама генерит контент по пути. Как тогда, скажите, пожалуйста, вы, истинные геймеры, которые родились у игрового автомата, раньше в игры-то играли? Раньше же игры так и делали. Закидывали тебя в Урюпинск и играй себе в симулятор бомжа. Хотя сейчас даже AAA проекты выходят хуже. Да у одного соседа в игре 82 анимации, и это без учета катсцен. В то время как почти в любом проекте у NPC от силы 10 анимаций и пол чайной ложки мозга. Это еще что? Это еще что? Тут явно кто-то... Это еще что? Это еще что? Тут явно кто-то крадется. Тут явно кто-то крадется. Да, соглашусь, к некоторым вещам подсказка бы не помешала. К примеру, вот здесь. Скажите мне, какая из этих картин кажется вам подозрительной? Да что вы, никакая? Ну вот это же явно отличается. А вот тут что нужно сделать? Не знаете? Ну тут же очевидно, принести 4 куска торта и 4 манекена, чтобы из подарка выпало ружье. Ну и тем более, что вы могли ожидать, когда денег собрано 12% из назначенной суммы? Да разработчиков наоборот хвалить нужно за то, что они вообще довели игру до ума с таким-то бюджетом. Некоторые и такое не могут осилить. Даже спустя столько багов и глюков разработчикам удалось вылизать игру почти до идеала. Macaroni with the chicken strips. Вот это единственный кусочек плохо наложенных друг на друга текстур. Во всем остальном доме вы подобного больше нигде не увидите. Так, что-то я разошелся. Что там по игре? Так, третий акт это просто бета-3. Четвертый акт это подвал из бета-3 плюс слитая осенью битва с нечто. В первом акте дом из Альфы 2. Получается из нового только второй акт, что ли? Не, ну а что вы хотели? За такое большое количество версий только и остается брать самое лучшее. Кто там говорил, что Альфа 1 лучше релиза? Вагонетка? Есть. Акула? Есть. Зеленый свет в конце игры? Вот тебе зеленый, вот тебе свет. Да вам даже разные типы лампочек и детские рисунки добавили, чтобы вы не бухтели. Я человек честный и могу трезво оценивать некоторые аспекты, которые действительно лучше в старых версиях. Но утверждение, что альфа-версии лучше релиза, это уж, простите, наглая ложь. А хотя знаете что?
Мы сделаем игру настолько реалистичной, насколько это возможно. Берем, значит, скачиваем Reshade. Это программа, которая добавляет возможность видоизменять картинку игры и подстраивать визуальные интересы под себя. Накладываем эффекты по вкусу и получаем... Хоррора, вы говорите, вам не хватает? Стелса в игре нет? Так как это нет-то, ребятки? Ночное время суток вам на что? Сосед, если вы не знали, при свете тьмы видит очень плохо. Так вот, при помощи консоли делаем игру темней, а если еще шейдеры реалистичности подрубить, то так вообще ничего не видно будет. И играйте, берите фонарик и идите стелсить. Только не забывайте его выключать, ведь даже если вы его не держите в руке, то он все равно как бы светится у вас в кармане, и сосед это видит. Отвлекайте сосед на шум телевизора, разбивание окон, звук капканов. Сами смотрите в замочные скважины и слушайте шаги. Но чем вам не стелс? В GTA San Andreas стелс был в 500 раз хуже. Да в этой игре вообще все было плохо, но ее почему-то до сих пор любят, и для кого-то она самая любимая игра. Кстати, о других популярных играх. Почти все вы играли во вторую Half-Life, так? Так. Вам эта игра нравится, так? Так. А почему «Привет, сосед» тогда вам не нравится? Вы спросите, какая у этих игр связь? Как какая? Консоль есть? Есть. Веселые баги есть, которые спустя столько лет не исправляют? Есть. Молчаливый персонаж есть? Есть. Обе игры песочницы? Да. У обоих есть отдельные программы для создания собственных уровней? Да. Эти игры одинаковые по структуре. Просто в HN есть продвинутый искусственный интеллект, а в Halo 2 есть пушки, с помощью которого можно мочить непродвинутый искусственный интеллект. Я уверен, что если бы Hello Neighbor вышла бы лет на 10 раньше, ее бы сейчас считали эталоном своего жанра. А искусственный интеллект в играх не был бы сегодня просто болванчиком, в который можно пострелять. В этом и есть прелесть Hello Neighbor. Это не хоррор, как все считают, потому что им это навязывают разработчики. Hello Neighbor — это в первую очередь песочница. В этой игре можно делать практически все, и даже не в рамках самой программы. Например, спорим, я сейчас скажу такое, что у вас просто челюсть отвиснет. Такое, что даже AAA-жорам не снилось. Вот смотрите, люди, как я уже говорил, жаловались на то, что сосед им мешает. Но для заядлых игроков, понятное дело, сосед уже не вызывает никаких препятствий. Поэтому сейчас будет информация для них. Что, если я вам скажу, что мне удалось сделать соседа намного проворней и опаснее в игре? А? Уже интересно? Причем сделал я это без какого-либо использования других программ. Спросите как? Я просто удалил некоторые анимации соседа, вот и все. Объясню, как это работает. Понятно, что у соседа куча анимаций. Можно даже удалить одну анимацию и убрать вообще целую цепочку действий. Когда сосед включает телевизор, он садится на диван, смотрит его, затем встает и выключает телек. Но если убрать анимацию включения телевизора, то ему не нужно будет садиться на диван, а соответственно и тратить время на просмотр его. Вы спросите, а в чем смысл? А смысл в том, что если сосед меньше времени тратит на различные действия, то соответственно он больше ходит по дому и шанс на него случайно наткнуться увеличен. Скажите, фу, фигня, ну и что? Это должно было нас удивить? А вы дослушайте полностью. Это была лишь малая часть. Самое интересное в беготне. Теперь сосед не смотрит в окна и не ставит капкана. Он просто подходит, раз, и капкан готов. Хотите обижать его, когда он стоит? А он не будет стоять. Хотите повалить усача на пол? А ему пофиг. Хотите оттолкнуть его? Не получится. Но капкан-то его точно остановит. Нет. Из всех вариантов борьбы с ним вам остается только бежать. Но не будем забывать, что сосед бегает почти с вашей скоростью, а в кармане у него бесконечный боезапас клея. И чуть вы только замедлились – смерть. Не успели открыть дверь – смерть. Не смогли запрыгнуть в окно – смерть. Я вас уничтожу. А если еще также из файлов игры удалить эффект приближения к соседу, да убрать музыку погони, то вы вообще не будете понимать, где он, и он будет пугать вас каждый раз, когда будет подкрадываться со спины. Добавьте еще к этому ранее описанный режим стелса, и тогда жанр игры будет полностью оправдан. Что я хочу этим сказать? Игра не дает вам того, что вы хотите увидеть.
Вы сами создаете то видение игры, которое вам надо. Если вам хочется всей душой эту игру ненавидеть, то вас никто не заставляет в нее играть. Но если вы хотите почувствовать всю прелесть этой игры, то, уверяю вас, она даст вам насладиться. Эта игра позволяет вам делать то, чего не может позволить почти ни одна игра. Нужна только консоль и все. Хотите челленджи? Вот вам челленджи. Их я придумал еще когда только пришел на Вики по соседу. Людям я еще тогда нравился, а я себе не очень. 3 года назад! Список всех челленджей вы можете найти, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии. Там также будут и файлы с улучшенной версией соседа, консоль от великого Greenhouse M13 и подробная инструкция по их установке. Hello Neighbor – игра-сюрприз. Даже спустя почти 6 лет я продолжаю находить в ней что-то новое. И у меня появилась идея. Спорим, ты не знал. Это единичная рубрика, в которой вы точно чего-то не знали. Рубрика лишь для самых хардкорных игроков. Готовы? Поехали! Спорим, ты не знал. Если сосед делает высокий прыжок, то он не разбивает стекла. Спорим, ты не знал. Если выставить размер дивана или другого какого-нибудь предмета, с которым может взаимодействовать сосед на 0, то он будет сначала подходить к нулевой точке на карте, после чего телепортируется в то место, где был этот предмет. Спорим, ты не знал. Глубоко под картой можно найти фонарик, который сосед использует ночью, и письмо. Хз, зачем оно тут нужно, но... Спорим, ты не знал. Сосед может выключить телевизор или открыть капкан прямо у вас в руках. Спорим, ты не знал. Если в искаженном мире удалить соседа, а потом начать новую игру, то сосед также будет удален. Но из-за этого в начале игры не будет кат-сцены, в которой сосед вас замечает. Спорим, ты не знал. Все помидоры, которые сосед в вас кидает, не исчезают бесследно, а телепортируются вот в это место. Спорим, ты не знал. Сосед может спать в праздничной комнате. Спорим, ты не знал. Если удалить все окна и двери, то сосед не сможет войти в свой дом. Спорим, ты не знал. Сосед может сидеть перед телевизором на любом стуле. Спорим, ты не знал. Ну и самое последнее и самое главное. Чего здесь не хватает? Тут не хватает кусочка земли. Спорим, ты не знал. Это была только малая часть тех мелочей, которые хранятся в игре. И могу поспорить, вы чего-то не знали. Думаю, пора подводить итоги первой части этого видеоролика. Напоследок хочется сказать, что Hello Neighbor – одна из тех игр, в которых, как тебе кажется, ты уже видел и делал все, что только вообще можно. Но каждый раз она вас удивляет. Относительно недавно я, к примеру, открыл способ, как прогуляться по финальной сцене с титрами и по главному меню. Спорим, вы не знали этого. Да даже сейчас, на момент написания этого сценария, я нашел в игре вот этот баг, когда с помощью капкана можно упасть с любой высоты, не умерев. Но вообще, если так подумать, то Hello Neighbor создала целый жанр видеоигр. Да-да, вы не ослышались. Именно после хайпа соседа вокруг его искусственного интеллекта появились Гренни, Балди, Мороженщики, Goodbye My King и другие менее известные игры. Конечно, и до соседа были подобные игры, где нужно было убегать от всяких бесов из деревни Тихарева. Но там не было упора на искусственный интеллект. Враги были как манекены. Видят игрока – атакуют, не видят – не атакуют. И только когда сосед показал, что искусственные болванчики вообще-то могут и своими делами заниматься, то это почти сразу начали использовать в других играх. Но ни одна игра не смогла достичь того же уровня. Даже последующие игры этой же франшизы. Но об этом как-нибудь в другой раз.